Всем привет! Меня зовут Азизов Артур, и сегодня я решил рассказать немного про CBDC, Central Bank Digital Currencies. И в последнее время достаточно много разговоров про криптовалюты центральных банков. Такая тема достаточно популярная, и очень много слухов, очень много мнений, очень много каких-то разработок ведется в мире. И я бы хотел с вами поделиться своим текущим видением ситуации, ну и немного рассказать про то, как я это вижу, как это будет работать, для чего это нужно и, самое главное, куда мы идем, к чему это нас вообще приведет. Давайте немножко откатимся назад и рассмотрим все это со стороны Америки, откуда вообще это пошло, какие знаменательные события происходили. Если мы откатимся вообще, наверное, на 2-3 шага назад, то мы увидим появление тезера. Это было такое событие знаменательное, но в то же время вначале никто не понимал, а что это такое тезер, а как он вообще работает, откуда они берутся, эти токены, кто их печатает. И со временем ситуация начала проясняться, особенно все это стало активно обсуждаться в 2018 году, в 2017 году. И было очень много теорий о том, что когда была первая волна роста криптовалюты, я говорю сейчас о биткоине и обо всех каких-то основных альткоинах ликвидных, соответственно, в тот момент была такая корреляция с количеством выпуска этого тезера и с ростом битка. В принципе, на сегодняшний день, 21-23 февраля 2021 года, мы можем наблюдать плюс-минус такую же корреляцию. Так вот, это первые какие-то цифровые стабильные валюты или токены, которые зашли на этот рынок. Дальше, в 2018 году, произошло очень знаменательное событие, когда американская компания Circle выпустила USD Coin. И фактически, что такое USD Coin? Это токен, обеспеченный реальным долларом. Собственно, на тот момент пока еще никто не понимал, как это сделать, но ребята пошли путем получения трастовой лицензии и открытием фактически кассы счета в каком-то банке, который обеспечил хранение и подтверждение наличия денежных средств в обеспечении чего-либо у этой компании. Соответственно, когда ребята разработали свой смарт-контракт и выпустили на рынок токены, как это вообще работает? То есть в смарт-контракте, естественно, у них прописаны функции выпуска и сжигания соответствующих токенов. Как только какая-то компания загоняет им, например, на кастоди счет их трастовой компании загоняет образно 10 миллионов долларов, в этот момент ребята прям в админ-панели контракта, либо в каком-то веб-интерфейсе вводят выпустить 10 миллионов токенов, нажимают кнопочку выпустить, и смарт-контракт производит дополнительных 10 миллионов вот этих USD коинов. Собственно, для чего это вообще все нужно? Америка на самом деле в части развития и легализации криптовалют на этот рынок и вообще на всю криптоиндустрию привнесла сильнейший, огромный вклад, потому что американцы, будучи умными ребятами, уже давно поняли все плюсы, в принципе, криптоиндустрии и поняли, что им пора делать так называемую диджитализацию экономики. Соответственно, когда они увидели USDT, да, который обращается на
крипторынке и количество транзакций от месяца к месяцу, от года к году постоянно росло с приходом новых участников, потому что многие понимали, что есть куча проблем с банками, есть куча как бы всяких ограничений, AML, KYC, офшорные компании. Вот это все, с этим становилось все сложнее и сложнее работать, поэтому очень многие компании, которые вели какой-то high-risk бизнес или там серый бизнес, они, естественно, как бы пришли в эту сферу и использовали возможности стейблкоинов для обращения как бы на рынке. Соответственно, в этот момент у нас начало расти вот это количество транзакций в сети USDT. Так вот, американцы, увидев всю эту историю, подумали, а почему бы нам не запустить доллар в криптоэкономику, фактически диджитализировав как бы свой доллар. И они это сделали, да, то есть они как бы нашли способ, как официально выпускать эти токены. Собственно, это вот такое первое знаменательное событие было, да, выход вот этого USD коина, который фактически получил статус первого регулируемого стейблкоина. Что значит регулируемого? Это значит, что вы когда купили на $1 миллион миллион этих стейблкоинов, эти деньги обеспечены, то есть эти токены, они 100% обеспечены, и фактически государство и регулятор гарантируют, что если вы захотите обменять свои стейблкоины обратно на доллары, то вы спокойно можете это сделать, потому что эмитент, то есть USD коин или компания, стоящая за этим USD коином, обязана у вас выкупить эти токены. И эти токены обеспечены реальными деньгами, которые подтверждаются на квартальной основе лицензированным регулятором, подтверждается наличие баланса, который соответствует сумме обращающихся токенов на рынке. Собственно, это и выступает вот таким вот фактором регулируемости вот этого данного стейблкоина. Конечно, после него пошли достаточно много последователей, такие как PAX, такие TUSD, потом есть децентрализованные стейблкоины, да, ну пока мы сейчас про это не будем говорить. Но основная разница, если мы говорим, например, про USDT, Tether, и там одна из компаний, стоящая за Тезером, да, это вот эта вот вся история там разбирательств с Bitfinex, но сейчас мы не об этом. И если мы сравниваем USDT с регулируемыми стейбл токенами, почему мы говорим USDC? Потому что на сегодняшний день капитализация более 7 миллиардов долларов. Ребят, только подумайте в эту цифру, 7 миллиардов долларов. То есть это реальные деньги, 7 миллиардов долларов, лежащие на кассади счете. И более 7 миллиардов токенов обращается вот во всей нашей криптоэкономике. Фактически это вливание через систему выпуска с помощью эмитента дополнительных токенов, это фактически прямое вливание регулируемых как бы институтов через них, вливание денег в криптоэкономику. Соответственно, все это очень сильно помогло развить всю нашу криптоисторию и криптоиндустрию как бы в целом. Собственно, если мы сравниваем эти два компонента, регулируемый токен и нерегулируемый токен, соответственно, здесь вам гарантируют в любой момент погашение ваших токенов за счет выплаты реальных долларов. Здесь вам это никто не гарантирует. То есть, да, как бы они говорят, окей, у нас деньги есть. Недавно там банк на Багамах выпустил подтверждение о том, что циркуляция USDT или капитализация USDT полностью обеспечена реальными активами. То бишь, они не утверждают, что какие-то специальные, ну, то есть, что это все в фиате. То есть, они говорят про активы. Активы могут подразумевать все, что угодно. Так вот, ладно, я не буду уходить в сторону обсуждения там
каких-то глубинных различий этих токенов, но важно понять то, что если мы говорим про всю вот эту CBDC историю, да, это криптовалюты центральных банков, вот американский стейблкоин, он выступил очень хорошим драйвером, очень хорошим катализатором вот этого всего, потому что фактически для Америки это была пилотная программа обкатки цифрового доллара. И на базе этой пилотной программы огромное количество стран, банков приняло решение запускать свой цифровой доллар. Теперь давайте, ребят, рассмотрим вообще, что такое криптовалюта центральных банков. Фактически это все то же самое, что мы видим с нашими текущими фиатными валютами центральных банков. Эта валюта, криптовалюта центральных банков обладает абсолютно всеми характеристиками и свойствами, которые обладают текущие фиатные деньги. Соответственно, единственное лишь различие, то что появляется некий новый workspace, да, то есть некая инфраструктура, которая базируется на определенном нетворке, на определенном блокчейне, и появляются новые свойства, связанные с блокчейном. Заметьте, ребят, мы сейчас не говорим ни про какую децентрализацию, свободу, мы говорим про формы денег. И давайте возьмем в пример Китай. Очень хороший пример. Как вы знаете, в Китае начал работу над цифровым юанем еще в 2018 году. На самом деле, в тот момент, когда они объявили в 2018 году о том, что в Китае полный бан криптовалюты, они именно акцентировали внимание на криптовалюте, но не на блокчейне. Так вот, блокчейн-компаниям можно было работать. Нельзя было именно работать с криптовалютой. Поэтому, если вы заметили, в те периоды все китайские сайты, они убрали с сайтов слово биткоин и поставили слово блокчейн. То есть биткоин нельзя, блокчейн можно. Так вот, собственно, Китай и Центральный банк Китая давно уже назревал план, как убрать кэш с рынка. Потому что если мы посмотрим на Китай, то денежное обращение наличной валюты в Китае, оно просто громаднейших размеров, да, то есть если, например, мы возьмем Россию, то здесь тоже у нас огромная масса именно наличных кэша, да, обращается по всей стране. Но если мы возьмем Китай, то эту сумму можно, наверное, умножить в 10 раз. Соответственно, проблема с кэшем стоит остро. Плюс в Китае огромная коррупция, да, конечно, у них там коммунистическая партия, все строго и так далее. Но при этом коррупция существует, и это была одна из целей попытаться искоренить коррупцию с помощью запуска цифрового юаня. Дальше, естественно, так же, как и с любыми наличными деньгами, есть такие проблемы, как подделка банкнот. Да? Это очень частая проблема, абсолютно все страны, абсолютно все центральные банки с этим сталкиваются. Дальше, обслуживание кэша. Тебе нужно постоянно эти изношенные старые купюры принимать, выпускать новые, это все нужно печатать, это нужно содержать, покупать краску, платить людям зарплату, содержать огромные дорогие машины, склады, инкассация, кассы, банкоматы. Вот это все, то есть если мы говорим про наличные, про кэш, это касается не только Китая, это касается любой страны, в том числе России. Это огромная индустрия. Только лишь подумайте о том, сколько денег тратится на обслуживание вот этой всей машины. И спрашивается, а зачем оно нужно? Зачем обслуживать печатный станок? Зачем эти инкассаторские машины нужны, на которые постоянно нападают? Зачем нужно носить
кэш в кошельке, если там где-то в переходе могут тебе дать по голове, как бы, и кошелек этот забрать. Зачем дразнить, как бы, фальшивомонетчиков, да, для того, чтобы они печатали эти деньги? То есть очень много таких устаревших свойств, которые присутствуют в наличных деньгах, которые цифровые валюты центральных банков фактически заменят. И если вы просто об этом подумаете, то вы поймете, что кэш или там наличные, они уже давно изжили себя. И то, что я в самом начале говорил, как бы о вот этих стейблкоинов, фактически вы посмотрите, как бы, на развитие текущего рынка стабильных монет. Количество транзакций в сети растет не просто по месяцам или по годам, оно растет на ежедневной основе. Почему? Потому что все взаиморасчеты между какими-то регионами, например, там, между Китаем, Америкой, Китай, Россией, не знаю, там, арабским каким-то регионом, там, Меной, да, как бы, там, с Африкой, или возьмите Латинскую Америку, там криптовалюта — это что-то, в принципе, как бы базовые вещи, потому что у них есть проблемы с банками, у них есть проблемы с инфляцией, у них есть проблемы с различными мобильными аппликейшенами, да, там нету такой системы, как Сбербанк онлайн. Просто в России почему проблемы платежей не ощущаются? Потому что на самом деле Россия находится на пике технологий. И если кто-то еще сомневается, что российские банковские приложения или кто-то недоволен ими, ребят, поверьте, если вы сравните, как бы, с европейскими банками, вы поймете, что Россия на 100 шагов впереди, потому что все европейские банки, они настолько сильно уже закостенели, все эти приложения там не работают, поэтому и появляются революты и разные другие компании, которые пытаются решить эти проблемы с этими закостенелыми старыми приложениями, где тебе нужно там вставить флешку, на телефоне ввести код, еще один код, потом ты не можешь дозвониться в банк, тебе на письма никто не отвечает. То есть это, вы не можете это сравнивать со Сбербанк онлайн, с Тиньковым, с ВТБ и с Альфой, да, и с другими нашими банками. Сейчас мы не об этом, сейчас мы о том, что если вы посмотрите и вдумаетесь о вообще функциях и свойствах наличной валюты, то фактически на текущий момент она себя изжила, или они эти свойства себя уже изжили. Поэтому, согласно эволюции, да, по тренду эволюции, пришло время выпустить криптовалюты центральных банков, которые будут иметь абсолютно все те же свойства наших с вами денег. Вы как в приложениях видели, как бы там 100 тысяч рублей образно, да, вы их так и будете видеть, у вас ничего не поменяется, то есть большинство транзакций для вас останутся незаметными. Например, если это сделано внутри банка, это внутрибанковская транзакция, это off-chain, так называемая транзакция, и будучи это, например, тот же крипторубль, она как была off-chain транзакция, она так и останется off-chain транзакция. Если я буду переводить с одного банка в другой банк, да, возможно, если это будет не вот эта система быстрых переводов, да, СБП Центробанка, то, может быть, это будет специально какая-то через крипторубль транзакция, которая пройдет через вот этот network. Теперь как бы давайте посмотрим на Китай. Что произошло? Выпустили уже в 2 провинциях или даже в 3, прошли пилотные проекты, уже несколько миллионов долларов раздали всем участникам пилотной программы в красных конвертах. Соответственно, быстро мерчантов, то бишь как бы POS, ну точнее киоски, да, которые принимают в оплату или там продают свои товары, какие-то фастфуды, кофе-поинты и так далее, их обязали, естественно, установить вот эти POS терминалы, либо на текущие их POS-терминалы скачать обновления, которые позволяют как бы принять цифровой юань. Собственно, тесты прошли успешно. По-моему, насколько я знаю, кроме одного кейса, это off-chain транзакции, когда не работает интернет или у телефона нет соединения с интернетом. Это, по-моему, до сих пор является проблемой, и наверное, это одна из главных причин, почему до сих пор Центробанк Китая
не перешел как бы из пилотного режима, да, по каким-то провинциям, регионам, уже к полномасштабному тестированию на территории всей страны, потому что есть double spending, да, проблема, когда у вас кошелек не подключается к сети, вы можете даже оплатить мерчанту в офлайн режиме, но при этом не до конца продумана логика защиты вот этого double spending. Ну и второе, это то, когда мерчант и, собственно, юзер, да, который хочет купить, находятся оба в офлайне, а Китай, он довольно огромный, и, естественно, как бы есть регионы, где, наверное, до сих пор нет интернета, либо в силу каких-то малодоступных мест или малонаселенных пунктов просто не имеет смысла тратить деньги на инфраструктуру для развития интернета в данном конкретном месте. Соответственно, вот это все пока еще мешает, наверное, Центробанку Китая расширить пилотную программу на тестирование на всю страну. Но огромное количество транзакций уже протестировано. То есть о чем это говорит? Что у Китая абсолютно четкая прямая цель. В течение нескольких ближайших 1-2 лет, 3 максимум, полностью убрать наличные с рынка и перевести все транзакции на блокчейн. Вы, наверное, спросите, а зачем? Зачем это делать, как все будет контролироваться, почему люди будут это использовать, как будут решаться проблемы безопасности. Да, на самом деле достаточно много как бы открытых вопросов. Прежде чем мы начнем на них отвечать, давайте как бы двинемся к крипторублю и посмотрим, как бы, что происходит у нас. Когда российский Центробанк, в частности Набиуллина, да, объявила о крипторубле, разослали, собственно, рынку проект цифрового рубля. Мы, в частности, тоже предоставили свои комментарии на 18 листов, как бы развернули их, отправили также в Центробанк. Нам ничего не ответили, но, может быть, мы надеемся, что взяли какие-то наши комментарии по секьюрности, по безопасности, по оборачиваемости на как бы заметку и, возможно, их используют. Но не суть. Суть в том, что в России абсолютно все те же проблемы, которые я говорил про Китай. То есть деньги печатные, ну или фиатные, наличные, их надо обслуживать, да? Их нужно печатать. Нужно платить всем этим инкассаторам. На инкассаторов нападают. Какие-то грабежи, поддельные купюры. Причем, если вы посмотрите статистику по подделкам, да, денежных купюр в России, сейчас огромное количество. Ну, я, наверное, думаю, что это во всем мире такая ситуация, но вот эти фальшивомонетчики, они постоянно развиваются, адаптируются, и когда Центробанк вводит что-то новое там на купюрах, те там, собственно, что-то адаптируют свои какие-то машины, да, чтобы это все менее было заметным. Собственно, вот это все, это большая как бы проблема. Дальше коррупция. Если я тебе передал 1 000 000 рублей из рук в руки под столом вместе без камер, без ничего, никто об этом не узнает. Если я тебе через какой-либо нетворк, неважно, будь то биткоин, будь то эфир, будь то тезер, будь то крипторубль, если я тебе отправил 1 000 000 как бы токенов, 1 000 000 рублей, эта транзакция как минимум уже сохранится в сети. Дальше вопрос как бы техники. Согласно нормативам ФАТКа, да, и Финцена, которые так все активно очень обсуждают в последнее время, плюс постоянно Финцен выносит какие-то новые директивы на рынок. Собственно, суть очень простая. Почему на самом деле Америка не сильно переживает как бы за крипторынок, за AML, за вот я что заметил, чем богаче страна, тем меньше у них переживаний по поводу как бы крипторынка, потому что для них вот эта вся капитализация крипторынка это всего лишь 0 какой-то процент от всеобщей экономики, которая фактически не повлияет на текущие бизнес-процессы, но фактически может быть использована в иных целях, в целях экспансии глобальной. Собственно, именно поэтому во многих штатах Америки
Если вы работаете только с крипто, либо вы не оказываете вы не храните крипту клиентов, либо вы не оказываете какие-то кастодиальные услуги своим ритейл-юзерам, или вы не работаете с ритейлом, или вы не обещаете им какие-то инвестиции, то во многих штатах Америки вам даже не нужна Money Transmitter License, да, MTA License. Вам нужна лишь просто регистрация в FinCEN и получение записи Money MSB, Money Service Business, что-то там. В общем, не суть, суть в том, что это достаточно простая процедура, когда вы просто регистрируете компанию в каком-то штате, регистрируетесь с FinCEN и дальше получаете статус участника вот этого MSB, который позволяет потом в будущем в конкретных штатах получать Money Transmitter License, открывать счета в банках и уже оказывать услуги по процессингу фиата, ну и в том числе криптовалют. Поэтому в России на сегодняшний день очень многие банки высказались против. Почему? Потому что они думают, что Центробанк, будучи эмитентом крипторубля, начнет, собственно, на себя оттягивать одеяло и начнет полностью оттягивать депозиты клиентов на свои кошельки. Но, конечно же, Центробанк сказал: ребят, не переживайте, не беспокойтесь, мы не будем начислять проценты, это ваша история, мы не будем давать кредиты, мы не будем делать рефинансирование и предоставлять какие-то любые структурированные продукты, либо банковские услуги оказывать. Мы просто выступаем эмитентом крипторубля, но цель понятна, цель убрать с рынка кэш в силу вот этих вот устаревших характеристик, которые я уже сказал. Последний аспект, который я бы хотел во всей этой связи, наверное, объяснить, почему, например, Европа, они не сильно переживают за вообще все эти истории с AML, KYC и так далее. В Европе, прежде всего, в том числе биткоин, не признан платежным средством. Биткоин признан товаром. И поэтому обмен товара на деньги и деньги на товар это просто стандартная операция по покупке-продаже какого-либо актива, ничем не отличающегося от любого другого нормального бизнеса, который вы ведете через свои какие-то европейские компании. Собственно, в Эстонии, сделав эту крипторегуляцию, когда очень много компаний пришли, зарегистрировались, там получили эту лицензию, так как в Эстонии, в частности, прибыль компании не облагается налогом, а лишь только дивиденды облагаются налогом, либо официальные зарплаты, выплачиваемые сотрудникам компании. В силу этого возможность работать с криптовалютой, покупка, продажи и, собственно, постоянная оборачиваемость денег через эти компании, они для Эстонии фактически не дают никакого эффекта. То есть, что они были до этого, что их не было до этого. То есть, это просто увеличилось количество транзакций. Может быть, увеличились какие-то налоги, потому что бенефициары начали выводить дивиденды, но на налоги с прибыли этих компаний это вообще никак не отразилось. Просто стало в разы больше компаний, и многие узнали про Эстонию. Это был очень грамотный ход. Я на самом деле их очень поддерживаю, потому что они одни из первых, кто в принципе пошел на это. Со всеми плюсами, минусами, и комментариями ко всей этой эстонской лицензии. Но не суть. Суть в том, что в Европе банки не хотят напрямую работать с этими криптокомпаниями, но при этом есть огромное количество так называемых финансовых институтов. Обычно они имеют лицензии Authorized Electronic Money Institutional License, AMI или IME License. И, собственно, мы сами, недавно получили, буквально в августе 2020 года, мы получили в Лондоне эту лицензию, которая фактически позволяет нам стать необанком, как это сейчас модно говорить. Revolut, в частности, работает под этой же лицензией. Так вот, банки хотят дистанцироваться от компаний, которые работают с криптовалютами, но при этом они
с удовольствием обслуживают вот эти AMI компании. Те, в свою очередь, обслуживают криптокомпании. Таким образом, банк напрямую на себя не берет риск. В случае чего они скажут: ребят, а мы не в курсе, это вот они. Но при этом обслуживают всю эту индустрию. И в Европе вот такой вот тренд, что банки — это такие мастодонты, которые работают с B2B клиентами, то бишь вот с этими платежками или AMI компаниями. Те, в свою очередь, обслуживают корпоративных и индивидуальных клиентов. В заключение. Собственно, почему лично я считаю, что как бы проблем с кошельками, с криптовалютами нет, почему это все будет только расти, и почему умные, дальновидные регуляторы, они особо не переживают на эту тему. Потому что на сегодняшний день есть как бы директивы Европы, директивы Финцена, директивы центральных банков и так далее, всех регуляторов, которые поддерживают крипту. Их единственное требование – это полный KYC клиентов. Теперь, ребят, давайте на секундочку представим, что абсолютно все кошельки, криптобиржи, обменники, брокеры, криптоброкеры и любые другие поставщики каких-либо услуг, связанных с криптовалютой, либо с обменом криптовалюты на фиат и обратно, делали бы KYC. Вот представьте на секунду, все делают KYC. Что тогда? Окей, вы скачали децентрализованный кошелек, любой. Или вы купили просто себе какое-то, не знаю, устройство, ну, допустим, тот же Ledger или Tether, да, создали на нем кошелек. Кто-то вам отправил деньги. Откуда он его отправил? Если вам его отправили с другого Ledger, окей. А если вам его отправили с биржи? Уже понятно, кто-то конкретный такую-то сумму тогда-то отправил вот сюда. Да, мы пока еще не знаем, кто это. Но как только эти деньги попадут на какую-то другую биржу, либо абсолютно на любой сервис, который провел KYC того или иного кошелька, уже у нас станет две стороны известных. Останется только один неизвестный компонент, вот этот кошелек. Но и то через какие-то взаимосвязи, через какое-то время, если этот кошелек будет дальше использоваться, его возможно будет идентифицировать. Соответственно, суть как бы всей регуляции криптовалют, она постепенно как бы сводится к полному KYC, и регуляторы не будут как бы пытаться как-то сказать: ребята, давайте вот вы будете только использовать там крипторубль, да, или там, не знаю, USDC стейблкоин. Не потому что мы можем легко заблокировать любой кошелек на Тезере, да, либо эфир может на эфире созданный любой токен можно заблокировать на смарт-контракте или любой как бы кошелек. Не только лишь поэтому, а просто потому что как только все стороны будут знать и делать обязательно верификацию пользователей, идентификацию пользователей, то все кошельки, все транзакции, кто, кому, когда, зачем, почему, сколько, в какой валюте передавал, все это станет известно. И это уже как бы делается. Все вот эти компании, как Chain Analyst, Crystal, CipherTrace и так далее, их сейчас очень много, да. Суть этих компаний заключается в том, что там сидят аналитики. Я встречался с Chain Analyst несколько лет назад у них в офисе в Нью-Йорке. Просто сидит, на тот момент, я не знаю, сколько сейчас, на тот момент сидело порядка 50 аналитиков, которые фактически серфили по разным даркнет ресурсам, отсылали щепотки биткоина и других как бы криптовалют по разным блокчейнам для того, чтобы понять, что это за адреса, там какие корневые адреса, и списки этих адресов заносили вот в эти списки. Дальше как бы создавали черные списки там каких-то террористических организаций, черные списки криптовалют, черные списки стран. На основе этого Финцен выпускает рекомендации, что если вы получили с таких-то адресов как бы деньги, они тут же должны блокироваться. Это прям целая такая отдельная большая тема.
Но по сути ничего нового, то есть все, что было сделано в части anti-money laundering policies, да, или там регуляций, регламентов для фиатных денег, все то же самое применили как бы на крипту со своими деталями, со своими нюансами. И, собственно, все идет к тому, что, как я не знаю, возьмите там Форекс 20 лет назад, не было ни одной нормальной лицензированной компании. Сейчас 21 год, у нас есть лицензированные брокеры, с которыми хотят работать трейдеры, и есть какие-то офшорные непонятные брокеры, у которых клиентов с каждым годом все меньше, меньше и меньше. Почему? Потому что люди становятся более умные, более системные, более образованные и понимают, что надо работать вот с ними, с теми, у кого есть лицензия, кому можно доверять. С этими не надо работать. Здесь, по сути, все то же самое. Все те, кто топил за децентрализацию, свободу и какой-то полный анархизм, не получат этого. Наоборот, как бы все те данные, которые были собраны за вот эти года обращения блокчейном, будут использованы как какие-то базовые поинты, которые нужно закрыть с помощью таких-то норм и директив. И когда введут полный, тотальный KYC, фактически все будут как на ладони, и все транзакции, в частности, тоже. Тем более большие компании, институциональные какие-то инвесторы, либо просто игроки большие, они, собственно, уже наоборот заказывают услуги специальных компаний, которые оказывают бухгалтерское обслуживание для криптокомпаний, для учета крипты, для учета портфелей, для правильной структуризации вот этих данных в рамках каких-то локальных норм бухгалтерской отчетности. И этот тренд он только будет как бы развиваться. Поэтому все вышесказанные факторы дают мне ощущение или уверенность, да, в том, что первое, через 2-3 года, скорее всего, будет много достаточно развитых стран, где кэш это будет что-то вообще такое экстраординарное, и, скорее всего, кэш печатать не будут, его будут только лишь дадут какой-то срок на то, чтобы этот кэш с рынка изъять. Дальше. Все платформы, все криптобиржи, все касседи, все кошельки, они будут делать все полный KYC. Дальше, соответственно, это полностью устранит какую-либо неопределенность, и фактически останутся игроки в серой зоне, которые будут помогать, так сказать, серому или черному бизнесу процессить, либо хранить их крипту, либо еще что-то делать. И фактически превращать как бы крипту, полученную здесь, во что-то легальное, платить с этого налоги будет, скорее всего, все тяжелее и тяжелее. Но, естественно, наверняка там найдутся какие-то формы, схемы, да, как это делать. Дальше, третье, то, что произойдет, скорее всего, регионально будут вводиться какие-то центры идентификации, когда фактически, ну как в России, например, госуслуги. Ты, получив как бы регистрацию на госуслугах, фактически все регулируемые институты скоро будут идентифицировать клиента, им даже не нужен будет твой паспорт. Если ты прошел идентификацию на госуслугах, ты можешь зарегистрироваться на любом государственном либо лицензируемом сервисе через свой аккаунт на госуслугах. И вот такие центры, единые центры идентификации, скорее всего, появятся абсолютно везде. Для чего это нужно? С развитием криптобирж, криптокошельков и всего остального фактически операторам дадут возможность как бы не делать вот KYC на этапе регистрации клиента. Зачем? Если клиент уже пришел в офис госуслуг и сделал полную идентификацию, включая как бы сетчатку глаза, да, и отпечатков пальцев, то второй раз как бы это не имеет смысла. Но вот единственное, что здесь на самом деле во всей этой истории один самый большой минус это безопасность. Вот где хакеры разгуляются, где очень много проблем как бы с cyber security будет, да, с кибербезопасностью, это как раз таки вот когда диджитализация достигнет своего апогея. Это будет единственная такая большая проблема, но будем ее решать.
да, давайте как бы двигаться поступательно. Поэтому, ребят, если есть вопросы, пожалуйста, пишите в комментариях под видео, либо отправляйте нам их на почту, рады будем ответить. И, соответственно, следующий выпуск, наверное, мы сделаем, базируясь на ваших вопросах, либо я расскажу более предметную информацию о том, например, в чем разница между стабильными токенами, да, со статистикой. Причем в последнее время, как вы видите, уже есть даже нетворки, да, например, взять тот же там стейблкоин Tether, и он уже и на Троне, и на эфире, и на блокчейне биткоина, и на каких-то новых, да, блокчейнах выпускается. Вот об этом как раз таки я и расскажу. Поэтому оставайтесь с нами, заходите, подписывайтесь на нас и будете всегда в курсе оперативной стратегической информации на крипторынке. Спасибо, пока.